Дом стоял на окраине маленького городка, почти у самой линии леса. Старый, скрипучий, но крепкий. Таким его считал Итан, пока не начал замечать странности. Его пес, серый лабрадор по кличке Шэдоу, уже третий день подряд вел себя беспокойно. Он постоянно возвращался к одной и той же стене в кладовой, царапал ее когтями, тихо скулил и замирал, будто прислушивался к чему-то внутри. Сначала Итан решил, что это крысы или проводка. Но Шэдоу никогда раньше так себя не вел. В его поведении было нечто осмысленное. Он не просто лаял, он словно просил. На четвертый день Шэдоу начал выть. Настоящим жалобным воем, от которого у Итана по спине прошел холод. «Ладно», – пробормотал он, – «посмотрим, что ты там нашел». Он взял лом и начал осторожно разбирать гипсокартон. За стеной обнаружилось узкое пространство, замурованная ниша. Когда кусок стены упал, Итан услышал тихий всхлип. Он замер. В темноте сидела маленькая девочка. Грязная, бледная, в рваной кофте. Она прижимала колени к груди и смотрела на него огромными испуганными глазами. Пожалуйста, не закрывайте снова», – прошептала она. Ее звали Лили. Позже, когда она немного успокоилась и выпила воды, Лили рассказала, как оказалась за стеной. Ее отец был строителем. Он часто оставлял ее одну в доме, который ремонтировал. В тот день он привел каких-то людей. Они начали ссориться. Лили спряталась в старой кладовой, где за фальшпанелью было пустое пространство. Она слышала крики, потом удар, потом тишину. Когда она попыталась выйти, панель уже была закручена снаружи. Она не знала, сколько прошло времени. Теряла счет дням. Кричала, пока не охрипла. Стучала, пока не перестали болеть руки. Иногда слышала шаги, но никто не отзывался. Единственным живым существом, которое ее нашло, стал Шэдоу. Итан хотел вызвать полицию сразу, но Лили вцепилась в его руку. «Пожалуйста, не надо, они найдут меня». «Кто они?» – тихо спросил он. Лили лишь покачала головой. В ту же ночь Итан заметил, что возле дома кто-то стоял. Машина без фар, силуэт в темноте. Шэдоу тихо зарычал у двери. И тогда Итан понял, девочку не просто потеряли. Ее ищут. На следующий день он включил старый ноутбук и начал искать информацию о доме, который когда-то ремонтировал ее отец. Через полчаса он нашел новость 2-летней давности. При странных обстоятельствах пропал строитель по имени Марк Уилсон. Тело не найдено. Следствие закрыто. Лили побледнела. «Это мой папа». И тогда она рассказала все. Те люди были не заказчиками. Это были кредиторы частной охранной фирмы, замешанной в финансовых махинациях. Отец случайно стал свидетелем. Когда начался конфликт, его ударили. Он упал и больше не встал. Лили все видела. Они заметили ее. Но убивать ребенка было рискованно. Поэтому ее просто спрятали. За стеной. Дом перепродали. Следы замели. Девочка должна была исчезнуть навсегда. Почему они вернулись сейчас? Потому что фирму начали расследовать. Старые дела всплыли. И кто-то понял, свидетель мог выжить. В ту ночь машина снова стояла у дома. Но теперь Итан был готов. Он заранее передал историю журналистам, записал признание Лили на видео и отправил копии в облако. Когда люди вошли во двор, их уже ждали полицейские. Через месяц фирму закрыли. 3 арестовали. Дело отца Лили открыли заново. Лили получила новую фамилию, новый город, новый дом. Шэдоу теперь спал у ее кровати. А Итан иногда думал только об одном. Если бы не серый лабрадор, мир так никогда и не узнал бы, что за старой стеной все это время жила правда.